Здравствуйте, дорогие друзья. Приехала машина Hyundai 1.4 i30. i30 1.4 двигатель, ребята. Здесь проблема в чем? Масло берет. В неделю, говорит, литр заливаю. В неделю сколько можно ехать? Но в день, скажем, 100 километров она едет. 700 километров, грубо говоря, литр масла. Это до хрена, конечно. Дымит очень сильно. Сливной. Из заливной пробки. Открываю оттуда дымок такой. Задир, наверное, в поршнях. Ну, мы, наверное, будем капитальный ремонт делать этого, ребята. Просто вот звук хочу. Еще здесь или колембала, или звук, как называется, или клапанов. Но не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас заведем, попробуем этот звук слушать. Ну, когда сборку буду делать, заведу, уже покажу вам, меняется ли звук или нет. Внимательно слушайте. Вот 2000 даю. Вот на 2000. Наверное, вам слышно. Вот, ребята, вот проблема в чем. Вот такая дело. Сейчас разберем. Уже, когда будут дефектовку делать двигателя, уже дальше вам сниму, покажу. Вот за такой стук здесь. И плюс масло берет очень сильно. Посмотрим, если водитель будет выгодно, будем капиталку делать. Попросили, чтобы полностью я разобрал двигатель. И сказать ему, что там можно делать. А вдруг с колембалом что или что-то такого. Всякий может быть. Давайте, ребята, увидимся скоро. Для вас через несколько секунд. А для меня, наверное, день. Пока разбирать туда-сюда. Все, ждем, ребята. Дорогие друзья, это Hyundai 1.4. Вот, снимал мотор. Коробку оставил. Вот, снята. Капот снимал. Вывешивал отсюда. И сейчас она стоит на кране, ребята. Вот. Мотор, собственно, лежит. Масло капает. Течет, можно сказать. Только что достал. Вот выглядит так. Впереди помпу снимал. Под капотом, конечно. Шкифы снимал, чтобы было расстояние, чтобы достать его. Не хотелось что-то коробку достать. Вот она выглядит так, ребята. Это двигатель, можно сказать. Вот, сейчас приступаем на разборку, ребята. Перед разборкой сейчас будем промерить зазоры клапанов, конечно. Вот после клапанной крышки, когда сниму, уже пока масло пусть капает. И дальше будем заниматься, разбирать. Сейчас выпускной коллектор снимаю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, 5 болтов. Все в сторону ложим. И дальше уже покажу вам. Дефектовку сделаю. Но масло капает, ребята. Вот смотрите, масло. Что-то, блин, как ржавчина, если посмотреть. Вот видите, когда такие цвет, этот больше дает, она блестит. Вот видите масло. Это что означает? Это означает, вкладыш в очень плохом состоянии или стучит. Вот это масло, когда ржавчина и блески. На камеру может не видно вам. Ну, я надеюсь, видно будет. Покажу вам. Ну, фильтр, если что, разберу. Если стружки не вижу внутри, посмотрю фильтр. Сниму фильтр, срежу и внутри покажу вам. Если причину не найду внутри. Ну, найду, скорее всего. И все, разбираем. Пустой коллектор и клапанную крышку. Дальше уже понятно будет нам. Ребята, снимал клапанную крышку, впускной коллектор, в общем, не важно. Разобрал перед разборкой цепи, ребята. И все, берем шуп в сторону глушителя, выпуск и пуск, впуск. Все зазоры проверяем, ребята. Зазоры находятся, вот видите, здесь стаканчик идет, здесь не гидрокомпенсатор. Стаканчики такие. Вот кулачок, вот эта верхушка должна быть наверху. Вот, допустим, вот так. Если смотрит наверх,
тогда и шуб берем. Значит, впуск у нас 0,20, а выпуск 0,25. Все это проверяем, все зазоры записываем. Такие таблички создаем для себя. Вот видите, впуск 20, а выпуск 25. И все для себя создаем 16 клапанов, в каждой стороне по 8. И пишем для себя. А потом нам надо будет, после разборки, когда будем установить обратно-назад все, чтобы было размер. И под размер мы все будем установить уже, когда в сборке покажу уже вам. Сейчас пока мы находим причину. Пока посмотрим, что будет. Какая причина здесь, почему она масло столько берет. В неделю литр. Ребята, все померил. Клапана. Вот первый клапан 15. Это недопустимо, ребята. Тем более машина на газу работает. Здесь должно быть 0,20 в пуске. А в выпуске 0,25. Больше должно быть, а не меньше. Почему? Сильно больше нельзя. Будет чокать. А меньше нельзя. Тоже зажатые клапаны. Клапана может сгореть. Так что сюда 2-3 сотые можем мы кинуть. Допустим 0,20, 0,23 можно делать. Здесь 0,25, 0,28 можно делать. Вот так. 15, вот этот в размере 0,25. Даже больше должно быть. Вот 18, 0,25 тоже. Вот 15. Вот меньше 15 нету. Так что будем стаканчики менять местами и зазор будем делать. Это понятно. Все, разбираем дальше двигатель. Сейчас снимаю, ребята, ложу мотор и начинаю лобовуху. Достаем лобовуху здесь. И все снимаем лобовуху и дальше посмотрим, что делаем. Ну, здесь несколько болтов, ребята, по кругу. И снимаем, достаем. Снимал лобовуху, ребята. Только аккуратно снимайте, здесь прикладка нету. На герметик посажено все. Выглядит так. Цепь в отличном состоянии. Просто в отличном. Беспроблемный вообще. Сейчас будем, после цепь снимаю и достаю голову. Ребята, смотрите, вот это стаканчики, да, вот. Здесь под каждым есть нумерация, если вам видно. Их категорически мешать нельзя. Каждый по своим месту должен быть. Вы меня поняли? Не перемешаем. Каждый записываем сверху для себя. Первый, второй, третий. Вы поняли, да? Снимаем, оп, в каждом есть свой номер, их не перемешаем, мы зазор знаем, какой надо будет, уже купим, чтобы был полный зазор. Так что сейчас достаю голову, пока их не снимаем, вставляем на место, это потом после промывки все окончательно чистим. Ну, это в сборке уже вам покажу, конечно. Ребята, головку снимал, только что положил. Ну, если посмотреть на поршень, да, такое ощущение, на глаз вроде видно. И второй цилиндр, это первый, хон вроде есть, вы понимаете, хон вроде есть, сейчас посмотреть точно ли, ну вроде хона видно, но ржавчина есть такая ощущение, вот хон видно. Сейчас еще посмотрю. Вот, хона вроде видно. Но такое ощущение, вот это и второй цилиндр ниже, чем вот поршень, ниже, чем этого. Как если посмотреть, мне кажется, все-таки проблема на втором вкладыше. Ну, когда мы перевернем, уже посмотрим. Прикладка приклеена сюда. Ну, неважно, этот уже почистим. Сейчас переверну. Поддон откручу, ребята. Дальше посмотрим, что. Мне кажется, это все-таки проблема на втором цилиндре. Так думаю. Так. Ребята, снимал маленький поддон. Такой маленький поддончик. Посмотрите внимательно. Что мы здесь видим? Вкладыш. Видите, какие большие куски? Вкладыш порвана по полной программе. Здесь их. Вот видите, когда я масло сливал, я вам сказал, если как медный цвет, это как ржавчина. И тогда, значит, вкладышем хана. Ну, это началось у него где-то
дней 4-5 назад. Вот так, говорит, не ехал, но чуть-чуть вообще ехал. Километров 50-60. Если бы больше ехал бы, может, мог бы заклинить машина. Этот коленвал. Здесь пока, но фильтр вроде держит, его фильтр уже разрезать. Масла нету, ребята. Уже нам понятно, в чем проблема. Сейчас переворачиваю и начинаю разбирать, показать. Мне кажется, это и второй цилиндр. Так кажется. Все, ребята, открываю нижний поддон сейчас. Вот так открутил уже. Снимаем. Поддон нам не нужен. Кидаем сюда, пока она не нужна. Это все промоется, все сделается, ребята. Сейчас снимаем шатуны. Сейчас голову возьму, ребята. Начинаю разбирать шатуны сначала. И потом коленвал снимем. Сейчас сниму, покажу вам. Ребятки, здесь бугля нельзя перепутывать. Здесь на слом идет. Разлом, поняли? Шатуны можете первый и второй поставить вместе, и второй на третий поставить, неважно. Но только не перемешайте в буглях. Каждым шатуном свои бугли есть. Если не перепутаете, да, допустим, да, но все равно смотрите, надрез должны попасть друг к другу. Но это при сборке покажу вам. И вот это и второй как раз и болтается. Вот который хотел вам сказать. Это у нас четвертый вкладыш. Внутри посмотрите, фокусировка есть или нет, не знаю. Блестит. Вот. Сзади раз. Это ерунда. И второй. Задир большой. На камеру не увидите, ребята. Это и вторая. Сейчас. Это третья была. Вот и вторая, которую я сказал. Вот видите, ребята. А вкладыши нету здесь. Вообще вкладыши нету. Ну посмотрим. Может, она клеился к этому коленвалу. Я не вижу. Сейчас посмотрим. Да, вроде здесь. Но его перевернуло, ребята. Вот смотрите, один кусок достал металла. Вот видите? Вот кусок металла. Это что такое, блин, боже? Вкладыш вроде. Вот кусок большой. Здесь тоже большой зазор, ребята. Зазор нет, это задир. Очень большой. Вот это была у нас. Вставляем первый. Это и вторая. И третья. И четвертая. Вот такое дело. Сейчас поставлю, сниму. Попробуем. Сейчас снимаем коленвал, ребята. Бугля здесь пронумерованы, так что их перепутывать не сможете. Даже если хотите. Раз. Три. Ладно. Четвертый посмотрим. Задир до хрена, ребята. Задиров до хрена. Достать тяжело-то. Возьму отвертку. Приклеились туда, бляха-муха.
сейчас и второй. Здесь мало задиров. Здесь мало, а на четвертом была до хрена. Первый самый посмотрим. Но первым мало будет, потому что масляный насос рядом. Прямо. Но нет, есть здесь тоже задиров. Посмотрим. На. Здесь тоже задиров. Самый больше попадает пятый. Это последний, конечно, всегда попадает. Потому что масляный насос самый дальний. Дальше стоит одня. Не. Тоже такая же хрень. Сальник нахрена надо. Все равно на замену пойдут. Вот, дорогие друзья. Вот у нас колимбал. В задирах все. Кстати, вот это про него сказал. Вот видите, один кусок отломанный. Вот, она тоньше, чем другие. Перевернула ее. Поэтому и был такой же стук. В начале видео вам показал, который перевернула, еще бугля непонятно. Вот один шатун, наверное, на замена пойдут. Потому что вот это я не могу снимать. Потому что приклеена туда нахрен. Варили ее туда как бы. Сейчас попробую достать его сначала. Это и второй, который я вам сказал. Вот, ребята. Вот видите, как приклеено сюда. Ни хрена себе, блядь. Я не могу его... О, сейчас покажу. Мне кажется, вот этот шатун нельзя пользовать. Кажется, нет точно. Отдать надо обязательно на проверку. Вот даже кусок здесь замка остался здесь. Вылетело, так что кольца компрессионный вроде болтается, а масляный за коксовым пипец вообще она не болтается, ребята. Вот, так что вот проблему нашли, ребята. Я зря мотор не снимаю, ребята, знаю, что делаю. Так что от звука меня понятно было. Хозяин сказал, это может быть клапана. Может быть. Но это не так, ребята. Клапан совсем по-другому. Даже зазор уменьшается. Там не увеличивается зазор, уменьшается. Так что вот так, ребята. Здесь каждые 30-40 тысяч лучше делать регулировку, чтобы не случилось такие ерунды. Это все ерунда. Главное, мы причину нашли. Вот, когда в сборке уже отправим на проточку, на шлифовку, может и на гилизовку, еще непонятно. Пусть проверяем цилиндра, все. Будем новые поршня поставим, новые кольца. И все, уже в сборке вам все покажу. Так что все такие, которые... Вот такие случаются, ребята. Но самый лучший, ну, это я разбирал без чтобы сначала причину не искал, потому что она меня не надо была, все равно масло берет. Поэтому я разобрал ее. А так я обычно, ребята, если какой-то стук в двигателе, да, первое дело у вас берем и режем отсюда пополам, и все причина в фильтре, ребята. Если там стружки есть, значит фильтр, значит двигателю хана. Вот видите, какие, где блестит в поддоне. Это все большие куски. Вот видите, очень большие куски. Здесь много. Вот причина в чем. Вот, и если фильтр отрежу, там до хрена их будет. Этот не стоит, потому что уже понятно. Всем удачи, ребята. Всем до свидания. Посмотрите, учитесь. Я вам покажу сборку до последнего болта. Так что это мой канал, ребята. Сейчас показываю вам. Вот мой номер, ребята. Рауф Механик, мой канал в ютубе. Можете подписываться на мой канал, посмотреть разные автомобили. Только про автомобили, ребята. Другое я ничего не снимаю, только про автомобили.
Так что всем удачи, всем до свидания. Вот видите, это хлам. Все здесь будет чистота, все будет блестеть, все запчасти. Все промоются, почистятся и будем сборку уже вам покажу, как все надо установить, как все метки поставить, как все что делать. Всем удачи, всем до свидания. Поставьте лайк.